Глава 1141. Лазурное перо. Хань Ли парил в воздухе и не торопился возвращаться в это место. Немного поколебавшись, он закрыл глаза и высвободил свое мощное духовное чутье, охватив область с радиусом около 50 километров. Других явлений не было видно. Непостижимо массивное существо действительно исчезло. Без колебаний Хань Ли послал свое духовное чутье в океан, пытаясь оценить ситуацию внизу. Некоторое время спустя Хань Ли внезапно открыл глаза, и на его лице появился след недоумения. После недолгого размышления он внезапно похлопал по сумке для хранения. Вспыхнул серебряный свет, и перед ним появилась голубая фигура. Это была его человекоподобная марионетка. «Вперед!» — приказал Хань Ли и взмахнул рукавом. Марионетка устремилась в океан в виде полоски серебряного света, преодолев несколько километров, всего за несколько вспышек. Спустя несколько мгновений серебряная полоса света достигла места, где ранее появился призрачный туман, а затем упала вниз и исчезла в океане. Хань Ли сидел в воздухе, сложив ноги перед собой, используя свое духовное чутье для связи с марионеткой, что позволило ему манипулировать ей, словно это его воплощение. Морское дно поблизости было намного глубже, чем морское дно в окружающем океане. Только после погружения на глубину примерно от 40 тысяч до 50 тысяч футов марионетка достигла дна. Однако там абсолютно ничего не было. Мало того, что вокруг не было никаких демонических зверей, не было даже никаких кораллов или водорослей. Кроме того, местность была слишком плоской, чтобы было ненормально для морского дна. Марионетка обыскала окрестности, а затем внезапно метнулась в определенном направлении. Через некоторое время она обнаружила шар лазурного света, парящий в воде на расстоянии нескольких километров. Шар света поднимался и беспорядочно тонул, словно обладал духовной природой. Внезапно из глаз марионетки вырвался золотой свет, и скорость ее движения возросла в несколько раз. После нескольких вспышек она оказалась всего в 100 метрах от шара света. В этот момент она наконец смог определить, что внутри шара света было перо длиной около 10 футов. Перо переливалось слабым духовным светом, словно было живым существом. Из тела марионетки вспыхнул серебряный свет, перенеся ее к перу. Затем она сразу же потянулась к нему в попытке схватить его. Однако в следующее мгновение произошло нечто неожиданное. Кончик пальца марионетки вспыхнул серебряным светом, и как только она соприкоснулась с лазурным светом, свет вокруг пера внезапно усилился, а само перо исчезло в воздухе. В результате марионетке удалось только схватить пустое место. Марионетка слегка запнулась, по-видимому, также немного шокированная таким развитием событий. Однако в следующее мгновение лазурный свет вспыхнул на расстоянии более 300 футов, и перо снова появилось, словно оно всегда было там. На этот раз марионетка решила понаблюдать за лазурным пером, а не действовать безрассудно. Однако перо снова начало отдаляться. Марионетка не позволила ему отлететь далеко и снова начала действовать, когда лазурное перо уплыло чуть более чем на 1000 футов. Серебряный свет вспыхнул, и марионетка превратилась в серебряную полосу света, появившись через мгновение над пером. Однако на этот раз она не стала пытаться схватить его рукой, а просто взмахнула в воздухе. Мерцающая серебряная рука света появилась, а затем схватилась за перо. То же самое случилось снова, лазурный свет слегка вздрогнул, а затем перо снова телепортировалось прочь. Однако, когда оно снова появилось, над ним внезапно грянули раскаты грома, а сверху свалилась золотая молния, мгновенно окутав ее сетью. Перо быстро вспыхнуло и несколько раз телепортировалось, но было отброшено золотым светом, что делало его способность к телепортации совершенно бесполезной. В этот момент в воде над золотой сетью молний появилась человеческая фигура. Это был сам Хань Ли, который также спустился на дно океана. Хань Ли посмотрел на лазурное перо, запертое в золотой сети, и удивленно щелкнул языком. Этот предмет выглядел довольно необычным. Он не только лазурный духовный свет, но и при ближайшем рассмотрении Хань Ли обнаружил, что узоры на его поверхности были созданы из всех типов таинственных рун, наслоенные друг на друга и едва различимые. Но небольшая часть кончика пера была обуглена черным, и на его конце было несколько алых отметин, внутри которых вспыхивали пучки золотого света. Хань Ли, естественно, осознавал тот факт, что это определенно какое-то редкое сокровище. Таким образом, с ликующим выражением на лице он похлопал по своей сумке для хранения, вызвав несколько талисманов. По взмаху руки один из талисманов метнулся к сети. Однако вспыхнул лазурный свет, и перо, казалось, приняло нематериальное состояние, позволяя талисманам проходить сквозь него. Выражение лица Хань Ли дрогнуло при виде этого, и вместо того, чтобы разозлиться произошедшим, он пришел в восторг. Этот предмет обладал чрезвычайно мощной духовной природой, что дало дополнительную поддержку представлению о том, что это было необычайное сокровище. Таким образом, он немедленно сделал печать заклинания руками и начал песнопение.
Золотая молния резко сузилась до радиуса около 10 футов по его воле, не позволяя лазурному перу отступить или уклониться. Затем он открыл рот, выплюнув глоток крови на талисман в своей руке. В то же время он быстро сделал несколько печатей заклинаний, которые мгновенно исчезли в талисмане. Когда он выпустил этот талисман, лазурное перо в золотой сетке снова попыталось уклониться от него, но талисман прилип к нему как клей. Лазурный свет отступил, и перо приобрело более приземленный вид. Только тогда Хань Ли снял свою божественную дьявольскую молнию и сделал хватательное движение, приманив перо в свою руку. Тщательно осмотрев перо, он резко нахмурился и осторожно постучал пальцем по перу. В следующее мгновение произошло нечто невероятное. Вокруг пера начал мерцать слабый духовный свет, и оно быстро уменьшилось в размерах до фута в длину. Кроме того, талисман, который был прикреплен к перу, также сжался вместе с ним. Это было довольно интересное зрелище. Хан Ли слегка пошевелился, взялся за стержень пера и осторожно взмахнул им. Из пера мгновенно вспыхнул лазурный свет, выпуская чрезвычайно мощный порыв духовной силы ветреного элемента. Духовная сила была чрезвычайно чистой, и Хань Ли был рад обнаружить это, однако сейчас было не время размышлять о том, как использовать это сокровище. Поэтому Хань Ли убрал его в нефритовую коробку и положил в сумку для хранения. Затем он снова выпустил марионетку для поиска любых других достойных его внимания предметов поблизости. Все же Хань Ли был очень доволен и больше не задерживался в этой области. Он забрал марионетку и улетел из этого места в виде полоски лазурного света. Во время оставшейся части своего путешествия на остров Зеленого Духа Хань Ли начал тщательно обдумывать инцидент гигантского зверя и призрачный туман. Было совершенно ясно, что битва, свидетелем которой он был, была далеко за пределами того, чему мог бы помешать любой культиватор в человеческом мире. Этот гигантский зверь был могущественным демоном из мира духов или другого альтернативного мира. Кроме того, призрачный туман казался живым, а также казался более могущественным, чем гигантский зверь. Это было довольно шокирующее открытие для Хань Ли в то время. Единственные живые существа в человеческом мире, которые могли быть такими удивительными, были легендарными демонами. Когда он попал в ловушку в призрачной области, он подозревал, что оно было каким-то образом связано с дьяволом Ломянем. В конце концов, только такие полудуховные существа, как они, обладали невероятной способностью прорываться сквозь пространство и путешествовать по мирам. Этот непостижимо массивный зверь, казалось, также обладал силой, которая бросала вызов естественному порядку. В противном случае он не смог бы принудительно атаковать призрачный туман через границу между мирами. Обладая огромным запасом опыта Хань Ли, в сочетании со знаниями, которые он почерпнул из прочтения имевшихся у него древних рукописей, он мог приблизительно понять смысл увиденного. Тем не менее, независимо от того, насколько он осведомлен об этом, были страшные существа, такие как дьявол и Ломян, были слишком сильны, чтобы он мог что-то сделать против них. Поэтому он мог воспринимать это только как причудливый опыт. 2 месяца и день спустя Хань Ли просто летел над океаном. Внезапно он изменился в лице и выстрелил в определенном направлении. Он пролетел всего несколько километров, как впереди раздались взрывы. Неподалеку от его нынешнего местоположения непрерывно вспыхивал духовный свет. 3 культиватора боролись за свою жизнь, пытаясь отразить нападение высокорангового демонического зверя. Среди них один был культиватором на ранней стадии формирования ядра, а 2 других на поздней стадии заложения основ. К сожалению для них, этот демон был 6-го ранга. Даже объединив свои усилия, они едва справлялись с ним. Хань Ли замер в воздухе и начал тщательно оценивать эту битву. Культиватор формирования ядра был человеком средних лет в конической бамбуковой шляпе, закрывавшей большую часть его лица. Его кожа, казалось, была довольно темной, и он манипулировал желтым летающим мечом, встречая большинство атак демона. Одним из 2 других был пожилым мужчиной с седыми волосами, а другим — молодая женщина, лет 17. Они отбивались довольно мощным лазурным летающим трезубцем и огненно-малиновым колесом, соответственно. Тело зверя 6-го ранга перед ними окутывал белый туман, а изо рта доносился плач младенца. Кроме того, из белого тумана вылетали голубые молнии. Это был первый высокоранговый демонический зверь, которого он встретил в море рассеянных звезд, зверь младенческого карпа. Однако этот зверь был значительно больше, чем тот, которого он видел раньше. Кроме того, у него было 4 руки и 4 сокровища, которыми он обладал, что также было весьма примечательно. Это были сабля, меч, барабан и флаг. Среди 4 сокровищ сабля, меч и флаг были лишь относительно редкими высокоранговыми сокровищами. Однако маленький желтый барабан был мощным древним сокровищем, способным вызывать серебряную рябь, которая оказалась довольно мощной.
Прибытие Хань Ли явно привлекло внимание обеих сторон. Узнав, что Хань Ли был человеком, человек в конической бамбуковой шляпе был вне себя от радости и закричал: «Я Чэнь Цзин с острова Небесной Молнии. Если вы готовы оказать нам свою помощь, я обязательно щедро вознагражу вас за эту битву». Из-за того, что большая часть его внимания была сосредоточена на обращении с демоническим зверем, у человека даже не было запасной способности использовать свое духовное чутье, чтобы проверить уровень культивации Хань Ли. Поэтому он предположил, что Хань Ли был еще одним культиватором в стадии формирования ядра, который пролетал мимо. В конце концов, скорость, с которой путешествовал Хань Ли, была такой же, как и у культиватора формирования ядра. Тем не менее, зверь младенческого карпа 6-го ранга уже развил некоторый уровень интеллекта. Проверив уровень культивации Хань Ли своим духовным чутьем, на его лице сразу появилось испуганное выражение. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и прежде чем он успел ответить тем культиваторам, зверь внезапно испустил страшный крик. Внезапно из его белого тумана в унисон вылетело более 100 шариков синей молнии, летящих к 3 культиваторам. В то же время он уже вышел из тумана и рухнул в океан как падающая звезда, стараясь опуститься на дно как можно быстрее. Глава 1142. Остров Небесной Молнии. 3 культиватора запаниковали перед лицом такого количества молниеносных шаров и были совершенно не способны противостоять им. При виде этого выражения на лице Хань Ли стало мрачным. Он взмахнул рукавом в направлении демонического зверя. Летящий меч длиной около фута вырвался из его рукава, слегка вздрогнув, летающий превратился в полосу золотого света длиной более 100 футов. Меч был настолько быстрым, что зверь младенческого карпа увидел только вспышку золотого света, за которой последовала мучительная боль. После этого он больше не мог ни чувствовать, ни видеть. Золотой свет пронесся вокруг демонического зверя несколько раз, и плотное облако кровавого тумана вспыхнуло в небе, разделив зверя на 7 или 8 кусков. Даже у его души не было возможности убежать, пока ее тоже не уничтожили. Куски зверя попадали в океан. В этот момент Хань Ли протянул руку и изобразил хватательное движение. Одна часть тела демонического зверя внезапно взорвалась, и из его плоти вырвался синий шарик, метнувшийся в направлении Хань Ли в виде полосы синего света. Сжав ладонь, в руках Хань Ли появилось ядро демонического зверя. Он смотрел на демоническое ядро без каких-либо эмоций в его глазах. Демоническое ядро такого ранга, естественно, не могло привлечь его внимание. После смерти демонического зверя шары молнии, отчаянно атаковавшие 3 культиваторов, исчезли во вспышке синего света. Все 3 с облегчением вздохнули, а затем повернулись к Хань Ли во взгляде. Ранее они еле справлялись с этим демоническим зверем, а теперь стали очевидцами, с какой легкостью Хань Ли уничтожил демонического зверя 6-го ранга. Было нетрудно представить их удивление. Они думали, что в лучшем случае Хань Ли будет только культиватором формирования ядра, который просто пролетал мимо, но кто бы мог подумать, что он окажется культиватором зарождающейся души, однако это место было уже довольно далеко во внешних морях. Культиваторы такого уровня, как Хань Ли, были здесь по-прежнему редки, но все 3 из них сталкивались с некоторыми в прошлом, поэтому они не были слишком взволнованы. Таким образом, 3 культиватора поспешно убрали свои сокровища и подлетели к Хань Ли. Еще до того, как они достигли Хань Ли, мужчина в конической бамбуковой шляпе глубоко поклонился ему. Чэнь Цзин из секты Лазурной Ян отдает дань уважения старшему. Спасибо за вашу помощь, старший. Мы уже давно сражались с этим демоном, и нам было бы очень трудно бежать самостоятельно. Могу ли я иметь честь узнать ваше имя, старший? Говоря это, человек тайно оценивал Хань Ли, выражение его лица было довольно уважительным, но он говорил таким тоном, который нельзя было назвать ни надменным, ни скромным. Секта Лазурная Ян. Ты ученик лорда Три Ян. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, а затем на его лице появился намек на удивление. Лорд Три Ян действительно мой господин. Вы знаете его, старший? Человек осмотрел Хань Ли своим духовным чутьем, но не смог обнаружить его уровень культивации. Скорее всего, он был могущественным существом на стадии зарождающейся души. Он был немного озадачен тем, что не смог установить уровень культивации Хань Ли, но автоматически предположил, что он был культиватором на ранней стадии зарождающейся души. В конце концов, культиваторы на средней и поздней стадиях зарождающейся души были чрезвычайно известны. «Хе-хе, я слышал о вашем мастере, но никогда не видел его», — усмехнулся Хань Ли. Услышав секту Лазурной Ян и лорда Три Яна, он, естественно, вспомнил Юанья. Она убила молодого мастера секты Лазурной Ян, что привело к тому, что на нее охотилась вся секта.
Несмотря на то, что лорд Триян был довольно известной фигурой в море рассеянных звезд, в глазах Хань Ли он был всего лишь культиватором в средней стадии зарождающейся души, который не заслуживал его внимания. Кроме того, у него не было счетов с сектой Лазурной Ян, поэтому он, конечно, не собирался хладнокровно убивать этих троих. Вместо этого он решил задать им пару вопросов. Вы трое должны быть хорошо знакомы с этим районом, верно? Вы знаете конкретное местоположение острова Зеленого Духа? Морские карты Хань Ли были очень подробными, но попытка найти остров в этом бескрайнем океане была нелегкой задачей. Таким образом, он определенно не собирался отказываться от возможности расспросить троих этих культиваторов. При упоминании об острове Зеленого Духа на лицах культиваторов секты Лазурной Ян появились улыбки. «Старший, вы пытаетесь добраться до острова Зеленого Духа, чтобы получить высокоранговые духовные камни, верно? Если так, то вам нет необходимости путешествовать до самого острова Зеленого Духа. Вы можете купить духовные на ближайшем рынке. Конечно, если вы знакомы с охраной рудника из коалиции Звездопада или Дворца Звезд, вы, естественно, сможете получить лучшую цену. Рынки. Сколько там высокоранговых духовных камней? Мне нужно больше, чем 1 или 2, скептически ответил Хань Ли. Я уверен, что рынки смогут удовлетворить ваши потребности, старший. Высокоранговые духовные камни технически эквивалентны более чем 10 тысяч духовных камней, но на самом деле цена, по которой они продаются, в 2 раза больше этой суммы. Если вы не ищете более 30 или 40 высокоранговых духовных камней одновременно, рынки смогут их предоставить вам, с улыбкой ответил Чэнь Цзин. В таком случае, тогда сначала отведи меня на рынке. Если там не хватит духовных камней, я отправлюсь на остров Зеленого Духа. Ты можешь взять это демоническое ядро в качестве вознаграждения за то, что покажешь путь». Сказав это, Хань Ли бросил к ним демоническое ядро карпа. Чэнь Цзин поймал демоническое ядро с восторгом на лице. «Не волнуйтесь, старший, мы проживаем в этом районе более 10 лет, поэтому мы знаем все, что нужно знать об этих рынках. Мы вас не разочаруем». Культиваторы секты Лазурной Ян все еще были в замешательстве по поводу личности Хань Ли, но демоническое ядро 6-го ранга означало большую сумму духовных камней для культиватора формирования ядра, особенно когда все, что им нужно было сделать в обмен на это, было возглавить путь на рынок. Они были, естественно, в восторге. Что касается пожилого мужчины и молодой женщины, их уровень культивации был ниже, чем у Чэнь Цзина, поэтому он, естественно, принимал все исполнительные решения для своей группы. Однако они все еще были напуганы, глядя на Хань Ли. В конце концов, несоответствие между стадией заложения основ и культиватором зарождающейся души было просто огромным. Таким образом, Хань Ли последовал на рынок под предводительством трио Чэнь Цзина из этого места. Согласно их описанию, это место находилось всего лишь примерно в полмесяца пути от острова Зеленого Духа, и по пути они пролетели бы мимо острова, на котором жили все трое. Они полетели в восточном направлении почти, не делая остановки для отдыха, и, пролетев более 10 дней, наконец появился неизвестный остров. Этот остров был довольно большим, несколько тысяч километров в радиусе. У острова была гористая местность с пышными холмами и скалами. Это остров Небесной Молнии. Это остров моего проживания, поэтому я очень хорошо знаком с рынками в этой области. Рынок здесь также является одним из крупнейших вблизи острова Зеленого Духа, поэтому я уверен, что не разочарую вас, старший, объяснил Чэнь Цзин с улыбкой на лице в полете. Духовная вена на этом острове неплохая. Неудивительно, что на этом острове живет так много культиваторов, кивнул Хань Ли, глядя вдаль. Духовная вена на острове Небесной Молнии не только лучшая среди окружающих островов, но и производит несколько видов редких лекарств. И коалиция Звездопада, и Дворец Звезд уже присмотрели себе наш остров, но оба они настороженно относятся друг к другу, поэтому позволили другим державам взять на себя совместное владение островом, сказал Чэнь Цзин в несколько хвастливой манере. Эти так называемые другие силы включают вашу секту Лазурной Ян, верно? Усмехнулся Хань Ли. На этом острове действительно живут несколько людей из нашей секты Лазурной Ян, но мы бы не посмели претендовать на владение какой-либо его частью, сухо усмехнулся Чэнь Цзин. Казалось, были некоторые трудности, о которых он не хотел говорить. Естественно, Хань Ли на самом деле не интересовался сектой Лазурной Ян. Таким образом, он просто улыбнулся и отбросил эту тему в сторону. После этого Чэнь Цзин начал знакомить с силами на острове, а также с несколькими местными культиваторами. Хань Ли услышал имя знакомого человека из описания Чэнь Цзина и слегка запнулся, воскликнув: «Даосистский мастер Быстрый Журавль». Тот самый, из секты Нефритового облака. Он тоже на этом острове. Я слышал, что он был тяжело ранен много лет тому назад. Сердце Чэнь Цзина слегка замерзло, но он все же дал честный ответ.
Вы знаете и о старшем быстром журавле, старший. Его тело было когда-то уничтожено много лет назад, но он был спасен сектой нефритового облака и сумел восстановить свою базу культивации с помощью техники овладения. Я слышал, что он намеревался захватить власть над островом для секты нефритового облака, но не у него одного были такие намерения, так что в итоге остров был разделен между несколькими державами. Хе-хе, теперь понятно. Хань Ли ответил нейтральным образом, и Чэнь Цзин не смог очистить свои мысли. Прежде чем они узнали это, все четверо достигли острова и летели прямо к центру острова. Пролетев еще немного, перед их глазами появился маленький город, расположенный между несколькими высокими горами. Было совершенно ясно, что этот город был построен совсем недавно. Он был не очень большой по площади, всего около дюжины квадратных километров, и все здания в городе были построены из больших серо-белых камней, создавая нетронутый и упорядоченный вид для созерцания. С 4 сторон города, казалось, были городские ворота, но только культиваторы уплотнения ЦИ использовали эти ворота. Все более мощные культиваторы, способные к полету, выбирали воздушные маршруты. Это был живой и шумный город. Глаза Хань Ли сузились, и он внезапно спросил, сколько культиваторов на этом острове. Они все здесь, в этом городе. Чэнь Цзин немного запнулся, услышав это, а затем, немного подумав, ответил, точных данных о населении нет, но если принять во внимание также культиваторов уплотнения ЦИ, то, вероятно, от 30 до 40 тысяч жителей. Большинство из них живут в этом городе, в то время как другие распределены по другим местам на острове. Есть даже некоторые могущественные культиваторы, которые прорубили себе в горе пещеры. Понятно, Хань Ли кивнул с задумчивым выражением лица и больше не задавал вопросов. Все вскоре достигли города через некоторое время. На своей высоте они смогли ясно видеть все в маленьком городе. Хань Ли опустил взгляд вниз и проявил небольшой интерес к каменным башням, расположенным в центре города, которые простирались в небо как 8 небесных столбов. Каменные башни имели круглую форму, и каждая из них, казалось, имела высоту от 500 до 600 футов. Их поверхности были неровными, со множеством таинственных рун и формациями заклинаний, высеченных в камне. Эти руны и формации мерцали слабым духовным светом и выглядели чрезвычайно захватывающе. Даже Хань Ли невольно засмотрелся на эти башни. Эти 8 каменных башен могут активировать защитную формацию города. Они были спроектированы известным мастером формаций заклинаний нашего моря рассеянных звезд. После активации сила формации определенно не уступает защитной формации основных сект. На каждой башне находятся культиваторы заложения основ 24 часа в сутки, чтобы обеспечить их активацию в любой момент. Эта формация несколько раз спасала город от разрушения и оказалась чрезвычайно полезной. Услышав это, сердце Хань Ли дрогнуло, и он спросил, неужели демоны нападают на этот остров? Хе-хе, пожалуйста, будьте спокойны, старший, я имею в виду события, которые произошли много лет назад. С тех пор, как рудники на острове Зеленого Духа были разделены между нами, людьми и демоническими зверьми, демонические звери больше не атаковали этот остров. Давайте сейчас спустимся. Рынок как раз там, и я как раз знаю несколько магазинов, которые специализируются на продаже высокоранговых духовных камней. «Я могу показать их вам, старший», — ответил Чэнь Хин с улыбкой, указывая на южный район города в ожидании дальнейших инструкций от Хань Ли. Глава 1143. Внедрение духовного чутья. Хань Ли повернулся в направлении, указанном Чэнь Цзинем, и обнаружил, что некоторые здания действительно отличались от других. Все они были удивительно высокими и большими, с наименьшей высотой в 2-3 этажа, а наибольшей — 4-5 этажей. Непрекращающиеся потоки культиваторов входили и выходили из дверей этих павильонов, создавая гораздо более оживленную сцену, чем где-либо еще в городе. Хань Ли кивнул, но, к удивлению 3 культиваторов, сказал, провожать не нужно, я сам схожу туда. Вы трое можете быть свободны. Да. Чэнь Цзин был слегка озадачен, но не смел возражать и лишь почтительно поклонился. Хань Ли повернулся к ним троим и внезапно сказал холодным голосом, «Я не хочу, чтобы кто-то еще знал о том, что я прибыл на этот остров. Вы знаете, что вам следует делать, верно? Пожалуйста, будьте уверены, старший, мы никому ничего не скажем». Сердце Чэнь Цзина дрогнуло от шока, но он все еще сохранил почтительное выражение. «Хе-хе, я надеюсь, что ты говоришь правду». Хань Ли хмыкнул в ответ, но внезапно щелкнул пальцем у себя в рукаве. Сразу после этого его тело качнулось, и он исчез посреди вспышки лазурного света. 3 культиватора изменились в лицах и поспешно огляделись по сторонам, но обнаружили, что Хань Ли нигде не было видно. «Боевой дядя Чен, мы не говорите ничего. Давайте вернемся первыми.
Молодая женщина хотела что-то сказать, но Чэнь Цзин перебил ее с мрачным выражением на лице. Затем он жестом предложил им последовать за ним, полетев к выходу из города в виде световой полоски. Два культиватора заложения основа были удивлены, но им не оставалось ничего другого, кроме как последовать за своим лидером. Они вдвоем пролетели более 50 километров, прежде чем спустились на ничем не примечательную, маленькую гору. В неизвестном месте у подножия горы была небольшая пещерная резиденция. Чэнь Цзин привел их в резиденцию и активировал все ограничения внутри, а затем сел в зале и стал медитировать с закрытыми глазами. Двое культиваторов заложения основ фонда переглянулись между собой, но ни один из них не осмелился ничего сказать. Через некоторое время Чэнь Цзин наконец открыл глаза и выдохнул, а выражение его лица немного смягчилось. «Теперь я могу подтвердить, что духовное чутье этого человека не шпионит здесь за нами. Даже если его духовное чутье сможет достичь этого места, оно не сможет обойти ограничения пещеры». «Что ты хотела сказать, боевая племянница Ян?» Чэнь Цзин повернулся к молодой женщине и спросил. «Я просто хотела сказать, что происхождение этого старшего ханя немного подозрительно. Он культиватор зарождающейся души, но мы никогда не слышали о нем. Это действительно странно. Должны ли мы сообщить об этом в нашу секту, чтобы они могли расследовать этот человек? Может быть, наш патриарх знает, кто он?» Нерешительно сказала женщина. Пожилой мужчина кивнул, соглашаясь с этим предложением. И что с того, если мы узнаем, кто этот человек? Наш патриарх в настоящее время находится в уединении, чтобы совершить прорыв на позднюю стадию зарождающейся души. Неважно, кто этот человек, он не настолько важен, чтобы нарушить уединение нашего патриарха. Если наш патриарх ничего о нем не знает, то мы понапрасну будем рисковать и разозлим его попытками узнать, кто он. Судя по тому, что он сказал ранее, кажется, что у него есть некоторые познания о море рассеянных звезд, поэтому он, скорее всего, просто вышел из уединения, в котором пребывал длительный промежуток времени. Разумеется, что он не случайно здесь появился. Он предупредил нас не раскрывать его местонахождение. Вы думаете, он не посмеет ничего с нами сделать только потому, что мы из секты Лазурной Ян? Даже если он убьет нас, если наш патриарх не заступится за нас, секта ничего не сможет с ним сделать. Зачем нам так сильно рисковать без достойной награды? Холодно хмыкнул Чэнь Цзин. Услышав это, холодок пробежал по позвоночнику молодой женщины, и она поспешно согласилась. Кроме того, независимо от того, кому мы раскроем эту информацию, она не приносит нам никакой пользы. Вместо этого Чэнь Цзин слегка увлекся и продолжил свою тираду. Однако он не заметил, как слабый золотой свет мерцал под одной из его туфель. Золотой свет вспыхнул и тихо отполз от подошвы ботинка, а затем бесшумно исчез на каменном полу зала. Спустя несколько мгновений золотой свет проник глубоко в землю, где лазурный барьер света внезапно остановил его. Это было защитное ограничение пещерной резиденции. Золотой свет слегка запнулся, а затем отступил, обнажая золотого жука размером с большой палец. Это был один из золотых прожорливых жуков Ханли. Как только жук вернулся к своей первоначальной форме, он устремился к световому барьеру и начал разрывать его большими укусами. Это ограничение не было каким-то полноценным ограничением. Оно было чрезвычайно грубым, и жук смог пройти через него почти мгновенно, появившись на другой стороне барьера. Ограничение не срабатывало на протяжении всего процесса. Три у Чэнь Цзиня знать не знали о том, что это все же произошло. Жук вспыхнул и исчез под землей. Через некоторое время в глазах высокого, худого старика вспыхнул свет. Он шел по улице в южной части города, как вдруг из-под земли вырвалось пятно золотого света и исчезло в его рукаве. Выражение лица старика не изменилось, но уголки его губ слегка приподнялись. Этот человек был никто иной, как Ханли, изменивший свою внешность. Этим пятном золотого света был, естественно, золотой прожорливый жук с частицей его духовного чутья. Достигнув поздней стадии зарождающейся души, хотя его духовное чувство все еще значительно уступало чутью культиватора стадии божественной трансформации, оно все же было гораздо более мощным, чем у обычного культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Как таковой, он уже был способен внедрить частицу своего духовного чутья. Конечно, это было не на постоянной основе. Частица духовного чутья сохранялась в течение определенного периода времени, и она могла проникать только в живое существо. Кроме того, золотые прожорливые жуки были связанными с его душой духовными насекомыми, поэтому он мог использовать свое духовное чутье, чтобы непосредственно контролировать их. Когда Ханли отделился от 3 культиваторов, он не стал сразу убивать их, чтобы заставить их замолчать, а вместо этого наполнил своим духовным чутьем одного из своих прожорливых жуков, а затем поднес его к телу Чэнь Цзиня, чтобы он мог вернуться к его пещерной резиденции.
С текущим уровнем мощности Хань Ли в сочетании со способностями золотых прожорливых жуков, он, естественно, не был замечен простым культиватором на ранней стадии формирования ядра. Хань Ли принял решение, и если бы эти 3 человека следовали его указаниям, то он, естественно, оставил бы их в покое. Однако, если бы они решили пошутить за его спиной, он немедленно использовал бы этого золотого прожорливого жука, чтобы убить их всех. Хотя его золотой прожорливый жук еще не достиг полной зрелости и не мог навредить культиватору зарождающейся души, но с его неубиваемостью и способностью к поеданию всего он с легкостью мог позаботиться о культиваторах на ранней стадии формирования ядра, не говоря уже о культиваторах заложения основ. После возвращения золотого прожорливого жука Хань Ли немедленно отозвал частицу своего духовного чутья. Разговор между Триу Чэнь Цзиня был немедленно воспроизведен, и он внутренне улыбнулся, не обращая больше внимания на этих троих. Он перевел свой взгляд на павильоны, расположенные по обе стороны от него. Он был на так называемом рынке. Мало того, что здесь было много культиваторов, были также некоторые высокоранговые культиваторы. Были также некоторые осторожные культиваторы, бросившиеся в павильоны в состоянии повышенной готовности, по-видимому, постоянно в страхе быть замеченными. Хань Ли безрассудно оценивал других культиваторов, и его действия, естественно, привлекали внимание некоторых культиваторов. Однако, обнаружив его уровень культивации своим духовным чутьем, все они приходили в ужас и бросались прочь с наигранной улыбкой на лице. Хань Ли ограничил свой уровень культивации, притворившись культиватором на поздней стадии формирования ядра. Тем не менее, этого было уже достаточно, чтобы отпугнуть всех других культиваторов. Сделав еще несколько шагов, Хань Ли неожиданно запнулся, а его взгляд остановился на павильонах, и на его лице появился намек на удивление. Это были 6 двухэтажных павильонов, выстроенных в ряд одной стороне улицы. Перед каждым из павильонов был установлен длинный и тонкий флаг, и на этих флагах были различные диаграммы, состоящие из синего монстра, маленького золотого меча, лазурной духовной травы и нескольких других рисунков. Это 6 объединенных дворцов. Удивился Хань Ли, увидев это. Если он правильно вспомнил, многие силы в море рассеянных звезд уже присоединились к коалиции звездопада. Таким образом, было очень удивительно видеть, как другая сила открыла магазин на этом острове таким смелым образом. Оказалось, что коалиция звездопада действительно была достаточно мощной. Несмотря на то, что они не смогли доминировать над всем островом Зеленого Духа, другие силы на острове не осмеливались открывать свои магазины в городе. Хань Ли был в конфликте со многими из старых эксцентриков зарождающейся души коалиции звездопада, поэтому он, естественно, не собирался их искать. Поэтому он покачал головой и решил направиться к магазину перед ним. Однако, прежде чем он даже подошел к магазину, несколько культиваторов внезапно появились из одного из павильонов 6 объединенных дворцов. Хань Ли увидел культиваторов впереди и слегка изменился в лице. Это был старик в желтой одежде, на вид которому было лет 50. Рядом с ним находился даосский священник в халате с журавлями. Последнему, казалось, было лет 20 лет, и оба они были культиваторами на ранней стадии зарождающейся души. За ними стояли 4 культиватора формирования ядра, а также управляющий средних лет в одежде 6 объединенных дворцов. Управляющий льстиво улыбался, пытаясь заслужить милость. Этого следовало ожидать. В конце концов, культиваторы зарождающейся души повсюду были уважаемыми существами, и это был хороший повод, чтобы двое из них посетили один и тот же магазин одновременно. Хань Ли слегка изменился в лице из-за молодого даосского священника в халате с журавлями. Этот человек выглядел очень молодо, но Хань Ли видел, что он был тем же самым даосским священником, который выследил его много лет назад и почти лишил его жизни, мастер Быстрый Журавль. Теперь он, казалось, просто вернулся к гораздо более молодому возрасту. Несмотря на это, его внешность не сильно изменилась. Это был даосский мастер Быстрый Журавль, воскресший из мертвых. Что касается того факта, что его внешность практически не изменилась, Хань Ли не счёл это странным. В мире культивации существовало множество секретных техник, позволяющих навсегда изменить их внешность и фигуру. Большинство культиваторов, воскрешенных через обладание, неосознанно возвращались к своей первоначальной внешности, чтобы заставить всех забыть тот факт, что они приобрели новое тело посредством одержимости. В конце концов, обладание не было запрещено среди высокоранговых культиваторов, но все равно ухудшало их репутацию. Тот факт, что даосский мастер Быстрый Журавль вернулся к своей первоначальной внешности, но был намного моложе, было явным свидетельством того, что он только недавно использовал секретную технику, изменяющую внешний вид. Таким образом, у него еще не было возможности изменить свой возраст. В конце концов, внешность могла быть изменена за короткое время, но с возрастом было совсем другое дело.
Глава 1144. В ожидании подходящей возможности. Хань Ли сразу же снова принял прежнее выражение лица и направился к павильонам, словно ничего не произошло. Даосистский мастер Быстрый Журавль и мужчина в желтой одежде мельком взглянули на Хань Ли. Они были удивлены, увидев, что уровень его культивации был довольно высоким, но они не обратили на него внимания, поскольку они все еще вели 4 культиваторов формирования ядра к центру города. Хань Ли также шел вперед, не поворачивая головы, создавая впечатление, что он просто проходил мимо. Однако в этот момент губы мастера Быстрого Журавля и мужчины в желтой мантии начали двигаться, но они не издавали никаких звуков, что указывало на то, что они разговаривали, используя передачу голоса. Хань Ли поравнялся спинами с ними, и его шаги снова слегка замедлились. Однако он быстро продолжал идти дальше, удаляясь от даосского мастера Быстрого Журавля и других. Завершив последний поворот, Хань Ли вошел в довольно стильный павильон. Через 2 часа он, наконец, вышел из магазина в сопровождении культиватора, который, казалось, был управляющим. Однако он ушел не сразу. Вместо этого он вошел в ближайший магазин. Когда Хань Ли, наконец, вышел из 5-го магазина, он обменял все лишние сокровища и материалы на более чем 100 высокоранговых духовных камней, чем был очень доволен. Однако, как только он собирался уходить, он внезапно обнаружил, что несколько незнакомых культиваторов формирования ядра появились поблизости. Все они, казалось, просто ходили по магазинам, но у них на лицах то и дело мелькали странные выражения, что наводило на мысль об их более зловещей цели. Хань Ли холодно рассмеялся и сразу решил отклониться от своего первоначального плана. Таким образом, он начал идти по улице вне рынка, а затем вышел из каменного города пешком. Все культиваторы использовали техники сокрытия, преследуя Хань Ли. Однако, выйдя из городских ворот, они остановились и переглянулись между собой. Все это время Хань Ли был окутан их духовным смыслом, но теперь он внезапно исчез. Поблизости не было и следа Хань Ли. Такого поворота событий они, естественно, не ожидали и слегка впали в панику. Некоторые из них направились к магазинам, которые посещал Хань Ли, в то время как другие заметили, что Хань Ли посещал много магазинов, и каждый раз его уважительно провожал управляющий, давая понять, что только что состоялась крупная сделка. Хань Ли выдавал себя за культиватора на поздней стадии формирования ядра, но перед лицом достаточно заманчивой награды эти люди не собирались отступать. Многие из них решили заранее объединить. Однако, после загадочного исчезновения Хань Ли, этим культиваторам оставалось только обыскивать окрестности. В конце концов, никто из них не смог найти Хань Ли, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как разочарованно вернуться в каменный город. Вскоре после того, как все они ушли, в воздухе над тем местом, откуда только что исчез Хань Ли, вспыхнул лазурный свет. Сразу после этого появилась полупрозрачная человекоподобная фигура. Затем она вспыхнула духовным светом и превратилась в Хань Ли с его оригинальным набором чёрт. Хань Ли взглянул на каменный город, и на его лице появилась насмешка. Если бы не тот факт, что он не хотел предупреждать культиваторов зарождающейся души в городе о его присутствии, он определенно не позволил бы этим культиваторам вернуться в город живыми. Таким образом, им чрезвычайно повезло, что они не смогли увидеть технику сокрытия Хань Ли. В противном случае Хань Ли с легкостью уничтожил этих культиваторов формирования ядра. Осмотревшись со своего наблюдательного пункта в воздухе, Хань Ли определился с направлением и улетел в виде полоски лазурного света. Вскоре полоска лазурного света спустилась на ровное пространство. Это было чрезвычайно спокойное место с красивой флорой и фауной, а также с густым горным туманом. Хань Ли бегло огляделся вокруг, а затем кивнул самому себе. По взмаху его руки появилась разноцветная пачка флагов формаций. Пролетело около дюжины полос света, и все они исчезли в окружающем тумане. Затем с земли поднялся слой белого тумана, сливаясь с туманом на пологом пространстве, образуя единый туман. Тело Хань Ли было скрыто в этом тумане. Установив формацию, он похлопал по сумке для хранения с духовным зверем, свисавшим у него на талии. С громким жужжанием из сумки вырвались десятки тысяч золотых прожорливых жуков, создав золотое облако, парившее перед ним. Хань Ли сел, сложив ноги перед собой, и начал что-то петь. Лазурный духовный свет вспыхнул над его телом, и с мощным грохотом жуки превратились в золотые цветы, распускаясь во всех направлениях. Почти в тот же момент Хань Ли внезапно открыл глаза, которые сначала мерцали удивительно ярким светом, а затем стали очень тусклыми. Это была секретная техника, которую Хань Ли однажды использовал в долине падения демонов, чтобы разделить свое духовное чутье на более чем 1000 нитей. Эту технику он освоил самостоятельно, используя технику великого развития. Техника позволила ему разделить свое духовное чутье на бесчисленное множество тонких прядей, которыми он мог бы затем временно пропитать золотых прожорливых жуков.
Таким образом, это было эквивалентно внезапному получению более 1000 новых пар ушей и глаз. Эта секретная техника напоминала технику, которую использовал Хань Ли, чтобы наполнить золотого прожорливого жука частичкой своего духовного чутья, но на самом деле была совершенно другой. Первая заключалась в том, чтобы разделить духовное чутье на бесчисленное множество крошечных нитей одновременно, а затем позаимствовать чувства золотых прожорливых жуков, чтобы обнаружить и найти то, что он был не в состоянии своим духовным чутьем. Он мог управлять ими с помощью своей души, не позволяя им отклоняться от определенного диапазона, поскольку в этом случае его духовное чутье было бы устранено автоматически. Другая техника включала в себя индивидуальное наполнение существа частицей его души, а затем позволяла ему манипулировать живым существом на основе набора инструкций, полученных от Хань Ли заранее. Ему не нужно было использовать свою душу, чтобы контролировать живое существо в этом процессе, и если бы он захотел, он мог даже дать указание духовному насекомому атаковать врага. В определенной степени это было похоже на технику воплощения. Кроме того, не было ограничений на расстояние, на котором Хань Ли мог манипулировать другим существом, но было ограничение по времени. Если возникала ситуация, в которой он по какой-то причине не мог использовать свое духовное чутье, первый из двух методов был по существу бесполезен. Тем не менее, последняя была чрезвычайно полезной техникой, которой не могли овладеть многие культиваторы, даже на поздней стадии зарождающейся души. Поэтому эти две техники были просто несопоставимы. После того, как все золотые прожорливые жуки вылетели из белого тумана, некоторые из них зарылись в землю, а другие поднялись в воздух. В мгновение ока все духовные насекомые исчезли. Хань Ли сидел в центре формации с закрытыми глазами и холодным выражением лица. Время шло медленно. Солнце в небе постепенно спускалось к горизонту, и когда наконец наступила ночь, погрузив весь остров небесной молнии во тьму. Тем не менее, каменный город оставался ярко освещенным, поскольку его освещали ряды лунных камней, наполненных духовной силой, в результате чего там было так же светло, как и днем. Напротив, везде за пределами каменного города, казалось, было очень темно, и дул морской ветер, а во тьме словно скрывалось бесчисленное количество демонических зверей. Культиваторам на самом деле было все равно, день это или ночь, поскольку они могли использовать магическую силу для ночного зрения, но диапазон их зрения был бы значительно ниже по сравнению с тем, как далеко они могли видеть в течение дня. Однако, это не имело значения в море рассеянных звезд. Во внешних морях было много морских демонов, поэтому, если кто-то путешествовал по морю или даже оставался на острове ночью, к ним все равно можно было подойти и напасть, поскольку демоны были искусны в методах сокрытия. В конце концов, культиваторы обычно не были достаточно внимательны, чтобы постоянно высвобождать свое духовное чутье. Таким образом, в результате этих подлых атак ежегодно погибало гораздо больше культиваторов, чем по сравнению с теми, кто погиб во время официальных отловов демонических зверей. Таким образом, если бы не было неотложных вопросов, требующих решения, или если кто-то почувствовал, что достаточно могущественен, чтобы защитить себя, все культиваторы на острове стали бы более бдительными ночью. В местах, где собирались культиваторы, были установлены формации заклинаний, и все культиваторы, которые не путешествовали в море, отступали обратно в эти учреждения. В каменном городе, окруженном горами, одновременно зажглись 8 каменных башен. Синий световой барьер защищал весь город на случай, если появятся демоны, которые попытались проникнуть в город. Однако в темноте ночи было несколько человек в конических бамбуковых шляпах, которые тихо крались к городским воротам. Охранники у ворот состояли из культиватора формирования ядра вместе с несколькими культиваторами заложения основ. Мужчина впереди группы поднял свою коническую шляпу, раскрывая свои истинные черты, и стражники поспешно открыли щель в ограничениях города, чтобы они могли покинуть каменный город. Как только эти люди покинули город, они полетели в темноту в виде полос света, исчезнув вдали в мгновение ока. Все они путешествовали довольно быстро, и никто из них ничего не говорил. Однако, когда они достигли более 50 километров от города, один из них внезапно издал смущенный звук, пока они колебались в воздухе. Тонкая белая нить вырвалась вперед, немедленно исчезнув в воздухе позади них. Другие культиваторы были польщены видеть это, и все повернулись, чтобы посмотреть за ними. Послышалось шипение, после чего в ночном небе внезапно вспыхнул пронзительный золотой свет, который, казалось, был очень далеко. Казалось, что белая нить во что-то врезалась, и после специфического визга золотой свет размером с кулак начал падать к земле. «Что это?» — воскликнул один из других культиваторов. Тем временем культиватор, начавший атаку, указал рукой на белую нить, летевшую к нему навстречу. Угроза распространилась по воздуху, прежде чем превратилась в тонкую белоснежную иглу, упавшую в его руку. Только тогда он ответил: «Я не уверен. Кажется, это какое-то духовное насекомое, но я не знаю, дикое оно или прирученное».
В любом случае, у духовного насекомого должен быть очень жесткий экзоскелет, поскольку оно не было проколото моей иглой белой скорби. Иди и проверь труп этого насекомого. Я хочу посмотреть, что это за духовное насекомое. Два культиватора, что были вместе с ним, немедленно отреагировали почтительно, а затем полетели к черной смолистой земле в виде двух полосок белого света в поисках только что убитого золотого духового насекомого. Однако оба они вернулись с мрачными выражениями через 10 минут. Мастер секты, духовное насекомое, похоже, не умерло. Мы не смогли найти его тело там. Беспокойным голосом сообщил один из них. Не умерло. Думаешь, что мои иглы белой скорби — это иглы для шитья? Ты говоришь мне, что они не смогли убить простое духовное насекомое. Культиватор, который развязал атаку, похоже, был раздражен этим ответом. Брат Бай, эта штука действительно выжила. Я тоже не смог ее найти, другой культиватор вдруг вмешался серьезным голосом. Правда. Я сам проверю. Культиватор, выпустивший иглу, был потрясен, услышав это. Он поспешно освободил свое духовное чутье, тщательно исследуя окрестности. Вскоре на его лице появилось напряженное выражение. Вокруг действительно не было никаких признаков этого духовного насекомого. Его губы дрогнули от удивления, и он послал голосовую передачу. Двое других культиваторов одновременно подняли руки. Один из них призвал маленький зеленый молоток, а другой выпустил бесчисленное количество тонких белых нитей. Кто следует за нами? Не крадись, как трус. Покажись, закричал культиватор, выпустивший белые нити. В то же время его взгляд сканировал окрестности, а из его тела вырвалась удивительная аура. Глава 1145. Нападение без предупреждения. В окрестностях было тихо, и никто не показывался в темноте. Словно там действительно никого не было. Культиватор, который только что говорил, пришел в ярость при виде этого. Он холодно ворчал, делая печать заклинания руками, готовясь к атаке, которая заставит преследователей показать себя. В этот момент во всех направлениях вокруг них вдруг раздался слабый гул. Кроме того, звук становился все громче и громче, словно он быстро приближался к ним. Сердца культиваторов задрожали от этого звука, и они стали осматривать окружение широко раскрытыми глазами. Через несколько мгновений в темноте показались пятна золотого света. В каждом пятне золотого света был золотой жук, и постепенно стало появляться все больше и больше этих пятен. Группа культиваторов была окружена. При виде этого вся группа культиваторов переполошилась. Двое культиваторов впереди уже даже были поражены. В частности, тот, на кого только что напали эти духовные насекомые, знали, насколько противны они были. Поскольку многие из них появлялись одновременно, разобраться со всеми ними было определенно непросто. Таким образом, культиватор изменился в лице, а его духовное чутье непрерывно проносилось по окрестностям, пытаясь найти того, кто управлял этими духовными насекомыми. Однако его поиски оказались совершенно безрезультатными. Их противник очень хорошо спрятался, и он не смог обнаружить даже его присутствие. От такого поворота событий у него сердце ушло в пятки. Это указывало на то, что у их противника либо были специальные сокровища, либо секретные техники сокрытия, либо что их уровень культивации значительно превосходил их. В любом случае, ни один из этих вариантов не сулил ничего хорошего. Если ты собираешься использовать своих насекомых, чтобы поймать нас в ловушку, то, по крайней мере, дай нам причину своих действий. Ты все еще не показал себя нам. Ты настолько трус, что собираешься атаковать из тени. Крикнул культиватор, вызвавший нефритовый молот. В то же время его сокровище вспыхнуло ослепительным зеленым светом. Хе-хе, ты скоро встретишься со мной. Господин даосист Быстрый Журавль, я здесь специально из-за тебя, так что я бы ни за что не вышел, чтобы встретиться с тобой. Ты помнишь меня? Я невзрачный культиватор по фамилии Хань, из тьмы вдруг раздался холодный мужской голос. По звуку голоса оказалось, что мужчина все еще очень далеко. Хань, кто ты и когда я тебя обидел? Один из культиваторов в маске зашевелился, услышав это. Он сорвал с головы коническую бамбуковую шляпу, а на его молодом лице были шок и недоумение. Этот человек был никто иной, как даосистский мастер Быстрый Журавль, культиватор, вызвавший белые нити, также снял свою коническую шляпу. Он был культиватором в желтой одежде, который сопровождал даосистского мастера Быстрого Журавля днем. Выражение его лица было довольно мрачным, а его взгляд мелькал в темноте. Остальные культиваторы, естественно, были учениками этих двух культиваторов зарождающейся души. Было довольно странно, что эти люди покидали остров Зеленого Духа таким хитрым способом посреди ночи.
Услышав вопросы даосистского мастера быстрого журавля, со всех сторон послышался хриплый смех, а затем внезапно остановился. Человек явно не собирался отвечать ему. Это озадачило всех еще больше. «Господин даосист быстрый журавль, этот человек один из твоих врагов?» Нахмурившись, спросил человек в желтой одежде. Судя по тому, что сказал их таинственный противник, казалось, что он непосредственно нацелился на даосистского мастера быстрого журавля. «Я не уверен. У меня нет воспоминаний о враге с фамилией Хань», ответил быстрый журавль. Несмотря на его спокойное выражение, он был в растерянности. Он не мог вспомнить, чтобы у него был такой сильный враг. Человек в желтой мантии, казалось, весьма настороженно относился к этому таинственному культиватору и, немного поколебавшись, предупредил: независимо от того, кто этот человек, он явно преследует тебя с плохими намерениями. Ты должен разобраться с этим. Я, естественно, знаю об этом. Однако этот человек явно также культиватор зарождающейся души. Странно, что я не могу вспомнить такого могущественного врага. Хань, бормотал даосский мастер быстрый журавль, погружаясь в глубокие размышления. Во время этой короткой задержки в ночном небе послышался взрыв. Ослепительная полоса лазурного света показалась вдали, появившись среди толпы жуков после нескольких вспышек. Свет отступил, показывая молодого человека в лазурных одеждах. Он посмотрел на даосистского мастера быстрого журавля и холодно рассмеялся, сказав: «Я был прав, что так долго ждал тебя. Так ты действительно собирался отправиться на остров Зеленых Духов? Ты сам отдашь мне духовные камни или мне придется насильно забрать их у тебя?» У молодого человека было беспечное выражение лица, совершенно бесстрашное перед лицом даосистского мастера быстрого журавля и человека в желтой одежде, которые были на ранней стадии зарождающейся души. Они оба просмотрели Хань Ли своим духовным чутьем, и на их лицах появился страх. Они оба не смогли обнаружить уровень культивации Хань Ли. Однако, судя по духовному давлению, которое исходило от его тела, они понимали, что его уровень культивации определенно превосходило их. Скорее всего, он был на средней стадии зарождающейся души. Более того, тот факт, что он немедленно раскрыл секрет их путешествия, стал для них огромным шоком. «Господин даосист, я Хуан Кун с острова Огненного Дракона. Боюсь, я не уверен, что вы подразумеваете под высокоранговыми духовными камнями. Возможно, вас ввели в заблуждение какие-то слухи или возникло недопонимание. Мужчина в желтой одежде был той еще хитрой лисой. Он понимал, что враг был сильнее их, поэтому он сразу же вежливо заулыбался ему. Недоразумение. Хе-хе, я слышал ваш разговор в передаче «Голоса» ранее. Это ложный слух? Пеняй на себя, что тебе не повезло столкнуться со мной, будучи с быстрым журавлем. Эй, быстрый журавль, ты еще помнишь меня? На лице молодого человека появилась насмешка. Затем он перевел свой взгляд на быстрого журавля, глядя на него с холодным выражением на лице. Естественно, это был никто иной, как Хань Ли, который разделил свое духовное чутье на более чем 1000 нитей, а затем использовал помощь своих золотых прожорливых жуков, чтобы выследить быстрого журавля. Улыбка мужчины в желтой одежде сразу же застыла, услышав холодные слова Хань Ли. Ты Хань Ли. Ты перешел на стадию зарождающейся души?» Когда Хань Ли отвечал человеку в желтой одежде, быстрый журавль был поражен тем, что узнал его. Внезапно он вспомнил о событиях, которые произошли много лет назад, и, наконец, узнал Хань Ли. После осознания этого он не поверил своим глазам, словно увидел призрака. «Брат быстрый журавль, ты знаешь этого человека? Кто он?» Шок и ярость пронзили человека в желтой одежде, и он повернулся к быстрому журавлю с мрачным выражением на лице. Хань Ли явно не собирался решать этот вопрос мирным путем, поэтому битва была неизбежной. Человек в желтой одежде знал, что не сможет избежать предстоящей битвы, поэтому, естественно, было лучше узнать, с чем он имеет дело. Несмотря на то, что они столкнулись с культиватором зарождающейся души, оба они были культиваторами на ранней стадии зарождающейся души, и, объединив свои силы, они смогли бы победить его. Хань Ли парил в воздухе, скрестив руки, глядя на них двоих с холодной усмешкой на лице. Брат Хуан — это человек, тот, кто получил небесный котел много лет назад. Я не думал, что он уже достиг стадии зарождающейся души, ответил даосистский мастер быстрый журавль с мрачным выражением на лице. Что? Это за ним охотится коалиция звездопада. То-то он выглядит как-то знакомо. Но разве он не был просто мальцом на стадии формирования ядра? Как он уже достиг средней стадии зарождающейся души? Я сам не уверен в этом. Небесный котел известен как секретное сокровище номер 1 в море рассеянных звезд, поэтому, возможно, в нем была какая-то невообразимая таблетка, которая могла кардинально улучшить уровень культивации. Никто никогда не открывал котел раньше, так что не исключено, что это так, с жадным взглядом в глазах сказал быстрый журавль. Если это действительно так,
то у нас большие проблемы. Его уровень культивации уже такой страшный, и у него есть небесный котел. Даже если мы объединим наши силы, мы не сможем победить его. Человек в желтом послал передачу голоса быстрому журавлю, осторожно поглядывая на Хань Ли. Я знаю об этом, но даже если все так, как он сможет остановить нас, если мы убежим? Губы быстрого журавля слегка дернулись, но на его лице появилось уверенное выражение. Своих же учеников формирования ядра им пришлось бы просто оставить на растерзании врагу. Ты прав. Культиватор в желтом слегка рассмеялся, услышав это. Вы закончили говорить? Если закончили, пора проводить вас двоих в дальний путь. И даже не думайте о том, чтобы сбежать от меня. Холодно сказал Хань Ли. Дерьмо. Мы забыли, что он может подслушивать наши голосовые передачи. Мужчина в желтом изменился в лице от осознания этого. Лицо быстрого журавля тоже дрогнуло, услышав это. В этот момент позади Хань Ли грянул гром, а на его спине появились грозовые крылья. Затем его тело покачнулся, и он исчез посреди громкого раската грома. Берегись. У него есть странное сокровище, которое позволяет ему использовать технику молниеносного передвижения. Быстрый журавль видел, как Хань Ли использовал грозовые крылья в прошлом, и он немедленно сказал об этом мужчине в желтом. Его зеленый молоток вспыхнул духовным светом и превратился в барьер лазурного света, окутавший его. В то же время он симулировал хватательное движение другой рукой, чтобы вызвать огненно-красный щит. Щит также превратился в красный барьер света, который окружил его тело. Тем временем человек в желтой мантии сделал печать заклинания руками. Белые нити поблизости мгновенно вспыхнули в воздухе, переплетаясь друг с другом, образуя плотную сеть, окутавшую его собственное тело. Не успели они применить свои защитные техники, как серебряный свет вспыхнул на расстоянии более 100 футов перед ними, и Хань Ли снова появился. Увидев защитные меры, которые они приняли, Хань Ли просто усмехнулся и даже не удосужился вынуть какие-либо сокровища. Он поднял обе руки, и на его теле появился слой фиолетового пламени. Затем его тело качнулось, и он превратился в огромный огненный шар, метнувшийся прямо в человека в желтой одежде. Сердце человека в желтом содрогнулось при виде свирепой атаки Хань Ли, и он взревел от испуга, не тратя время на раздумье. Белые нити перед ним сразу же изменили направление и полетели к огненному шару, словно пытаясь пробить бесчисленные дыры в теле Хань Ли. В глазах даосистского мастера быстрого журавля появился порочный свет, и он указал на нефритовый молот перед собой. В следующее мгновение молот вспыхнул зеленым светом, выпустив его во всех направлениях. Зеленый свет, который вспыхнул от молотка, с оглушительным грохотом врезался в Хань Ли. Перед лицом их атак Хань Ли совершенно не собирался уклоняться. Он погрузился прямо в густое пространство нитей, и сквозь фиолетовое пламя на его теле можно было разглядеть насмешливую ухмылку.